Приветствую, друзья! С каждым днем Земля становится все менее спокойной. Природа будто восстает против нас и делает это с ужасающей силой. Это хроника мира, которая меняется прямо сейчас. И начнем сразу с Курильских островов. Мощный циклон прошел вчера на Курильских островах. Порывы ветра достигали более 40 метров в секунду. Под его влияние попали и Туруп, Шикотан и Кунашир. В Южно-Курильске из-за повреждений линий электропередачи было нарушено электроснабжение 86 жилых домов и 125 других объектов, магазинов, предприятий и соцучреждений. Циклон также повредил крыши и фасады многоэтажных домов. Был создан оперативный штаб под руководством мэра с привлечением всех аварийно-спасательных и технических служб. Однако восстановительные работы возможны только после улучшения погодных условий. Власти призвали жителей не покидать свои дома и населенные пункты без крайней необходимости. Ожидается, что штурмовой циклон в субботу продвинется вдоль Курильской гряды и в воскресенье стихнет, сместившись в сторону Алеутских островов. В нескольких районах Кемеровской области вчера вспыхнули крупные пожары на пустырях и полях. Из-за аномально сильного ветра с порывами до 26 метров в секунду огонь стремительно распространился, создав угрозу населенным пунктам. Пожары были замечены в окрестностях городов Юрга, Белово и поселка Промышленное. В Юрге огонь охватил огромный пустырь. По данным МЧС, площадь возгорания составила 23 тысячи квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей огонь удалось локализовать, предотвратив его переход на жилые дома. Напряженная ситуация сложилась и в Белово. В МЧС заверили, что перехода огня на жилой сектор нет. Крупный очаг возгорания возле села Новопестерево также был локализован. Помимо угрозы жилью, стихия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре. В населенных пунктах Новопестерево и Сосновка сильный ветер повредил линии электропередач. В настоящее время бригады энергетиков ведут восстановительные работы. К счастью, несмотря на масштабы бедствия и стремительное распространение огня, информации о пострадавших или жертвах не поступало. В пятницу на нефтеперерабатывающем заводе Sinclair Navajo Refinery в Артезии, крупнейшем в американском штате Нью-Мексико, произошел мощный взрыв. В результате взрыва над заводом поднялся густой столб дыма, который накрыл часть города. По данным местной полиции, 3 человека были доставлены в медицинские учреждения. Сообщений о погибших не поступало. Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли локализовать огонь. К середине дня дым рассеялся, а перекрытые вблизи завода дороги были вновь открыты для движения. Официальная причина взрыва пока не называется. Navajo Refinery является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в Нью-Мексико с проектной мощностью переработки до 100 тысяч баррелей сырой нефти в сутки. Предприятие перерабатывает нефть, поступающую из Пермского бассейна, и обеспечивает топливом юго-западные регионы США. Амурскую область накрыл сильный снегопад. Как сообщают местные метеослужбы, на территории региона установился снежный покров. В районе административного центра региона, Благовещенска, высота снежного покрова пока составляет около 2 сантиметров. В большинстве районов области наблюдаются обильные осадки. Максимальная высота снежного покрова до 17 сантиметров зафиксирована в отдельных муниципалитетах. Снегопад привел к осложнению дорожной обстановки в некоторых районах. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Но, как сообщают метеорологи, в ближайшие сутки снег продолжится, а температура будет колебаться около нуля. Это приведет к образованию снежного наката и гололедицы. Власти региона призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию. В Эль-Пасо в штате Техас городские власти опубликовали шокирующие видеозаписи с камер наблюдения, раскрывающие детали взрыва и пожара в депо общественного транспорта Сан-Метро.
Расследование инцидента, унесшего жизни 2 сотрудников, показало, что причиной трагедии стала банальная халатность. Как показали материалы расследования, во время ремонтных работ автобус упал с гидравлического подъемника. При падении транспортное средство повредило баллон со сжатым природным газом, что привело к детонации и последующему сильному пожару. В результате взрыва и пожара погибли 2 сотрудника Санметро. Еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Расследование выявило серьезные нарушения внутренних протоколов безопасности и стало наглядным примером того, как пренебрежение правилами может привести к необратимым и фатальным последствиям. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Теплая погода в Приморском крае привела к настоящему нашествию божьих коровок. Жители региона, особенно в таких местах, как поселок Тихое, сообщают о рекордном количестве насекомых. Люди жалуются, что нашествие насекомых серьезно мешает их повседневной жизни. Божьи коровки облепляют буквально все поверхности – стены домов, окна, двери и автомобили. Их численность описывается как невероятно большая. Эксперты отмечают, что такое скопление насекомых является временным явлением. С наступлением холодов божьи коровки спрячутся в укромных местах для зимовки, и проблема исчезнет до следующего теплого сезона. В столице Уганды, Кампале, в пятницу произошло сильное наводнение в центральной части города. Наводнение охватило район канала Накивуба, который проходит через центр города. Сильно пострадали торговые объекты и предприятия. В частности, были затоплены подвалы и первые этажи магазинов и коммерческих складов, расположенных вблизи канала. Торговцы понесли значительные убытки. По меньшей мере 3 человека погибли в результате стихийного бедствия. Их тела были обнаружены после того, как вода начала отступать. Наводнили Кампаль едкость, особенно в сезон дождей, но этот инцидент выделяется серьезностью последствий и человеческими жертвами. Как утверждают местные жители, продолжающиеся строительные работы вблизи канала могли стать причиной затруднения стока воды, что и вызвало катастрофическое наводнение. Белая медведица с детенышем бродят среди домов в поселке Диксон. Это самый северный в Российской Федерации поселок городского типа на берегу Карского моря, куда медведи иногда забредают. Обычно белые медведи, забредающие в населенный пункт, быстро покидают его, отгоняемые администрацией. Однако в этот раз ситуация иная. Самка белого медведя готова уйти вплавь в море, но ее детеныш не хочет покидать поселок и постоянно возвращается на сушу, вынуждая мать следовать за ним. В эти дни в регионе установилась аномально теплая погода, поэтому на воде до сих пор не встал лед, по которому смог бы уйти медвежонок. В связи с присутствием хищников в населенном пункте Росприроднадзор и местные власти напомнили жителям правила безопасности. В свою очередь специалисты ведут постоянное наблюдение за перемещениями краснокнижных животных. Черное море у берегов Сочи вновь стало ареной завораживающего, но и пугающего зрелища. Над водной гладью образовался водяной смерч. Специалисты отмечают, что водяные смерчи, хоть и не являются частым гостем на Черноморском побережье, все же периодически возникают в периоды неустойчивой погоды и контрастных температур. Они формируются под кучево-дождевыми облаками и представляют собой вращающийся столб воздуха, насыщенный влагой. К счастью, смерчи крайне редко достигают берега и наносят какой-либо ущерб. Однако экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности, отслеживая траекторию движения вихря и предупреждают о необходимости соблюдать осторожность. В округе Элгейо-Мараквет на западе Кении произошел сход разрушительного селевого потока, который привел к гибели по меньшей мере 13 человек. Трагедия произошла в субботу. Причиной схода селевых масс стали продолжительные и интенсивные ливни, которые привели к перенасыщению почвы влагой. Грязевые массы и камни разрушили жилые дома, дороги и другую инфраструктуру в пострадавших районах. Местные власти и спасательные службы сообщают о множестве пропавших без вести. Точное число пока неизвестно, но предполагается, что под завалами могут находиться десятки людей.
Поисково-спасательные операции продолжаются. Местные власти призывают жителей опасных районов эвакуироваться и принять необходимые меры предосторожности в связи с сохраняющейся угрозой стихийного бедствия. Правительство Кении выразило соболезнования семьям погибших и пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшим и спасательным службам. На юго-западе Ирана, в городе Шираз, произошел мощный взрыв на предприятии, занимающемся зарядкой баллонов со сжиженным газом. По данным местных служб экстренной помощи, 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Все они были оперативно доставлены в ближайшие медицинские учреждения для оказания помощи. Информации о погибших не поступало. Предварительная причина взрыва пока не называется, но предполагается нарушение технологического процесса или правил безопасности. В субботу на регион юго-восточный Квинсленд в Австралии обрушился мощный шторм, который принес с собой крупный град. Особенно сильно пострадал небольшой город Мама-Крик и его окрестности в районе Локкер-Вэлли. В отдельных местах размер градин достигал 8 сантиметров и более. Град повредил множество автомобилей, разбил окна в домах и зданиях, а также нанес ущерб сельскохозяйственным культурам. Некоторые жители сообщают о пробитых крышах и затопленных помещениях. Шторм был частью более крупной погодной системы, которая вызвала сильные дожди, ветры и грозы по всему юго-восточному Квинсленду. Бюро метеорологии Австралии выпустило серьезное предупреждение о грозах. В пятницу в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее произошла страшная трагедия. Сход мощного оползня унес жизни по меньшей мере 21 человека. Стихийное бедствие обрушилось на деревню Кукас рано утром, когда жители еще спали. Предварительной причиной стали продолжительные проливные дожди, вызвавшие обрушение склона холма. Из-под завалов земли и камней было извлечено 21 тело. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 4 получили легкие травмы. По словам очевидцев, под завалами могут находиться до 30 человек. Работы по поиску выживших и извлечению тел осложняются изолированностью местности, труднопроходимыми дорогами и сохраняющейся угрозой новых обвалов. Власти Папуа-Новой Гвинеи направили в пострадавший район аварийные службы и гуманитарную помощь, палатки, одеяла и продовольствие. Регион Энга считается одним из наиболее подверженных оползням. Подобные катастрофы происходят здесь регулярно. Так, в мае 2024 года в этой же провинции произошел один из крупнейших оползней в истории страны, когда под завалами, по оценкам ООН, погибли около 670 человек. Нынешняя трагедия вновь подняла вопрос о безопасности проживания в этом сейсмо- и оползнеопасном регионе. В четверг восточные районы Уганды столкнулись с трагическими последствиями проливных дождей. В результате серии оползней и грязевых селей погибли по меньшей мере 9 человек. В селе Каптанга в округе Туйкат оползень обрушился на жилой дом, заживо похоронив под обломками 5 членов одной семьи. В селе Чепкубортим в округе Чесовер еще один оползень унес жизни 3 человек. В результате стихийного бедствия несколько десятков семей лишились крова. Сотни жителей вынуждены были покинуть свои дома и направиться во временное убежище. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию. В пострадавших районах работают спасательные и аварийные службы, оказывая помощь пострадавшим и оценивая масштабы ущерба. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.